Здравствуйте. Мы с вами продолжаем и приближаемся к завершению нашего дифференциально-психологического блока. Я бы хотела разобраться сегодня с некоторыми стилевыми особенностями индивидуальности. Стилевые особенности, в общем-то, также относятся в психологии к второму уровню, к вот этим душевным свойствам. И, в общем-то, вот стилевая, так сказать, особенность человека — это, конечно, вот такая целостная характеристика, которая проявляется в очень многих областях. В психологии, в общем-то, категория стиля прилагалась к очень разным масштабам как бы, да, человеческой, так сказать, жизни и деятельности. И, в общем-то, началось это с того, что Альфред Адлер ввел понятие «жизненный стиль». То есть это максимально целостное такое психологическое образование. И этот же индивидуальный жизненный стиль, он формируется вот где-то в раннем детстве до 5-6-летнего возраста. И, соответственно, вот это такая глобальная характеристика человеческой жизни. Человек на самом деле иногда не осознает, по мнению Адлера, свой жизненный стиль. Это может влечь за собой серьезные трудности. Когда, скажем, человек чем-то не удовлетворен, он живет как-то одним образом, пытается как бы ставить себе какие-то другие цели, да, между тем и другим возникает конфликт, у человека, так сказать, напряжение, да, и вот очень важно этот свой индивидуальный жизненный стиль как-то понимать и осознавать. Ну вот он может быть, допустим, созерцательный, там, деятельный и так далее, и так далее. В каждом случае в индивидуальной психологии Адлера выделяется некоторое свое обозначение для этого. То есть вот как бы Адлер начал подходить к этому вопросу глобально. В отечественной психологии, в общем-то, была такая более фокусированная, так сказать, разработка, которая касалась индивидуального стиля деятельности. То есть вот в данном случае речь идет о том, что каждый человек вырабатывает некоторую индивидуально своеобразную систему психических средств для того, чтобы собственную вот эту индивидуальность, в том числе психофизиологическую, приноровить, приспособить к каким-то условиям предметной деятельности. И здесь вот та разработка Евгения Александровича Климова и его коллег, значит, о которой здесь можно говорить, она, в общем-то, вот нацелена на то, чтобы помогать человеку именно оптимизировать, да, вот свой индивидуальный стиль деятельности. При этом очень важными характеристиками здесь являются те самые свойства нервной системы, о которых мы говорили, когда у нас речь шла о темпераменте. Да? Вот различные свойства нервной системы, безусловно, важны и значимы для того, чтобы человек лучше приспособился к той или иной деятельности и был в ней максимально эффективен. И я бы хотела на самом деле остановиться, минуя и такую разработку, зачастую довольно любопытную, как когнитивные стили, то есть стили переработки информации. Но я бы хотела остановиться более или менее прицельно на разработке, связанной с стилями совладания с трудностями, стилями совладания с жизненными трудностями. Еще, в общем-то, эту, так сказать, характеристику человека порой называют копинг-стратегией или просто копинги. Это просто калька, так сказать, не перевод, а калька с английского слова, которое обозначает вот это вот преодоление каких-то трудностей. Значит, какие вот стили совладания с трудностями, какие копинги выделяют? И вот что за стратегии, значит, вот этих копингов можно обозначить? Значит, вот в целом копинг-стратегия — это способность человека определять проблему и находить какие-то решения этой проблемы, справляться со стрессовыми ситуациями и при этом способствовать сохранению психического и физического здоровья и благополучия. То есть в какой-то степени копинги как бы являются аналогом защитных механизмов личности, но копинги довольно часто это осознаваемые стратегии. То есть человек в какой-то степени может сам понять, каким образом он действует, когда встречается с трудностями,
И вот современные психологи нам предлагают еще и всяческие, так сказать, тесты для того, чтобы это определить. Значит, вот базисные копинг-стратегии какие, да? Либо это разрешение проблемы самой по себе в материальном плане, либо это поиск социальной поддержки, то есть как бы вот поиск какой-то поддержки, скажем, когда в рамках некоторого общения можно либо просто успокоиться, либо, так сказать, посоветоваться, либо как-то прояснить для себя свою ситуацию. Ну и, наконец, есть такая базовая копинг-стратегия, как избегание. Просто убежать от трудностей, отключиться, так сказать, и не заниматься этим. И вот копинг-ресурсы, которые выделяются, то есть то, за счет чего человек решает ту или иную проблему, и это либо, так сказать, вот я-концепция, так сказать, человеческое я, либо это способность контроля над ситуацией, либо это эмпатия, то есть как бы вот это вчувствование, да, и присоединение к другому человеку, да, как бы вот совместное, так сказать, какое-то, значит, вот бытие, общение и обсуждение, да, вот есть еще такое слово аффилиация, как бы вот присоединение, да, как бы вот присоединение, скажем, к какой-то группе, которая может быть, оказать вот эту поддержку и помощь. Ну и, наконец, когнитивные ресурсы, то есть вот способность анализа, как бы выделение каких-то существенных частей проблемы для того, чтобы ее лучше понять, осознать и решить. И, в общем-то, одна из классических разработок, которая существует в этой области, это разработка Ричарда Лазаруса и Софии Фолкман. Это американские психологи, которые довольно много вот работ осуществили в области психологии стресса. Они выделили 8 копинг-стратегий. Вот, во-первых, это планирование решения проблемы, которое предполагает усилия по изменению самой ситуации. Да? Это включает аналитический подход к решению проблемы и, собственно, реализацию всех тех конкретных действий, которые нужны для того, чтобы проблему решить. Вторая стратегия – это конфронтация. То есть это некоторые усилия для изменения ситуации, определенная степень враждебности и готовности к риску. Конфронтационный копинг включает также и агрессивные действия какие-то. Да? То есть проломить, пробить, как бы вот потребовать, да, вот что-то, так сказать, опять же, активно, да, изменить. Вот это вот конфронтационный копинг. Третья стратегия – это принятие ответственности, то есть признание своей роли возникновения проблемы и, так сказать, взятие на себя ответственности, попытки решить эту проблему. Четвертая стратегия – самоконтроль, усилия по урегулированию своих эмоций и действий. Да, то есть это вот такая саморегуляция, контроль над своими, так сказать, проявлениями, который также может быть решением проблемы. Пятая стратегия – положительная переоценка. То есть человек ищет достоинство существующего положения дел. Да, скажем, может быть, с какой-то точки зрения ситуация является просто катастрофой и провалом, но возможно, что у этой ситуации есть положительные стороны, человек их находит, и это тоже ему помогает справиться со стрессом, справиться с проблемой и трудностью. Шестая стратегия – поиск социальной поддержки, обращение к помощи окружающих. Это может быть и обращение к специалисту, допустим, там, психологу, психотерапевту, там, врачу там, и так далее, либо это помощь и поддержка окружающих, вот, скажем, не имеющих какой-то там специальной подготовки или имеющих вот какой-то специфический опыт, который кажется очень важным. Седьмая стратегия – дистанцирование. То есть это усилие, так сказать, на то, чтобы отделиться от ситуации, уменьшить ее значимость и вот как бы посмотреть на нее со стороны. И восьмая стратегия – это вот как раз бегство, избегание, то есть желание убежать от проблемы, и все усилия направлены на это. Понятное дело, что как бы к разным проблемам вот оптимально приложение разных копинг-стратегий, да? И, в общем-то, где-то важен самоконтроль, где-то важно решение, так сказать, проблемы просто в материальном плане, где-то может быть важно и дистанцирование, где-то и бегство. Вот здесь
Лазарус и Фолкман предлагают нам такого рода классификацию копинг-стратегий. И вот что практически важно, да, это и некое диагностическое средство, которое позволяет определить стиль совладания с трудностями у каждого конкретного человека. То есть вот при ответе на вопросник можно построить некоторую такую вот карту копинг-стратегий. Вот, наверное, каждому человеку может быть интересно, какими копингами он в основном пользуется. И возможно, что можно, скажем, протестировать каких-то своих партнеров по общению самого разного плана. И, соответственно, вот получить от этого какую-то, может быть, пользу, да, какую-то информацию к размышлению о том, как лучше поступить в той или иной ситуации. Вот на этом, так сказать, моменте мы с вами можем уже начать перемещаться с второго уровня организации индивидуальности, то есть душевных свойств, на третий, к ценностно-мировоззренческим характеристикам. И я еще раз хочу подчеркнуть то, что вот ценностно-мировоззренческий уровень, он не равен, не тождественен, безусловно, да, духовному, так сказать, уровню организации человека, то есть как бы духовному в человеке. Но в какой-то степени вот здесь можно уловить какие-то переклички. И, в общем-то, вот в психологии довольно много разработок, которые связаны с вот этим ценностно-мировоззренческим уровнем. Я бы сейчас хотела остановиться, наверное, только на ценностях, поскольку вот если мы помним нашу вот такую вот основную вот эту структурную табличку, связанную с организацией индивидуальности, то там у нас присутствуют и идеалы, и направленность интересов, и направленность личности, и мотивация, и концепция, и идентичность, и вот самосознание. Но, в общем-то, вот эти свойства, да, самосознание, концепция, в какой-то степени идентичность, они уже очень нас приближают к такому предмету, как христианская антропология. И, в общем-то, отчасти мы эти темы затрагивали в течение нашего курса. Я бы хотела сейчас вкратце остановиться на одной разработке, которая сейчас, в общем-то, имеет достаточно широкое распространение. Это, опять же, такая американская разработка. В данном случае это концепция ценностей Шломо Шварца. Надо сказать, что вот эта концепция, которая предложена в 90-е годы, то есть 30 лет назад примерно, то есть относительно молодая разработка, она опиралась на несколько более раннюю разработку 70-х годов, тоже американского психолога Милтона Рокича, который выделил ценности терминальные и инструментальные. Терминальные ценности – это вот как бы ценности цели, да, то есть терминальные ценности определяются у Рокича как убеждение в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться с личной и общественной точек зрения. Да? То есть это вот ценность цель. И инструментальные ценности – это, соответственно, ценности средства, то есть это убеждение в том, что какой-то образ действий является предпочтительным в любых ситуациях. Ну, например, там, рационализм, трудолюбие, честность и так далее. И вот Рокич разделил все ценности на два класса, и после этого он предложил просто как бы процедуру ранжирования списка из 18 базовых или терминальных ценностей, 18 инструментальных ценностей, и дальше в его вот этой вот системе, так сказать, понимания и измерения ценностей надо было сравнивать вот эти рейтинги. То есть человек ранжировал для себя, что для меня на первом месте, на втором, на третьем и так далее. И так все 18 из списка терминальных ценностей, и то же самое с инструментальными ценностями. И дальше надо было понимать, а что же, собственно говоря,
В результате получается, да, есть ли у человека определенная ценностная иерархия, насколько она логичная, насколько как бы человеку легко с ней жить, нет ли там противоречия, противоречия могут быть. И, так сказать, таким образом вот концепция Рокича, она работала, в общем-то, где-то лет 20, да, 30 достаточно успешно. Ну вот Шломо Шварц, который опирался, так сказать, решил на нее опереться, он также и значит, продвинул ее существенно дальше. И вот по поводу ценностей на самом деле и по поводу как бы вот каких-то моральных суждений, да, морали и нравственности, на самом деле в психологии есть очень существенная трудность. Почему? Потому что есть ценности декларируемые, а есть ценности, которые человек реально реализует. И это нередко, на самом деле, бывает очень серьезной проблемой и в церковной жизни, да, и в семейном воспитании, потому что, допустим, родители могут говорить о том, что вот надо то, надо то, надо то, а ребенок прекрасно видит, что в действительности родители делают по-другому. И как раз Шломо Шварц попытался преодолеть вот этот недостаток. И у него его, так сказать, вот система измерения ценностей, она состоит и из того, что человек ранжирует определенные ценности так, как он их для себя видит, для своего сознания. И в то же время как бы у него есть вторая часть, в которой человек оценивает действия некоего человека, который поступает так или по-другому. Да? То есть получается, что он пытается действительно приблизиться к тому, каковы же реальные ценности данного человека, которые действительно человек осуществляет в своем поведении. И таким образом вот мы можем получить действительно два каких-то вот таких вот два аспекта, да, ценности, которые человек, так сказать, декларирует, да, и те ценностные ориентации, на которые он действительно опирается, когда осуществляет как бы, да, определение своих целей, когда он осуществляет вообще свой жизненный путь. Система представлений Шварца о ценностях в результате достаточно длительной и скрупулезной работы была представлена в виде некоторого круга, на котором можно нарисовать определенный, опять же, такой вот профиль, такой звездчатый он получается, вот по разным ценностям, которые разделяет человек. И можно увидеть вот это его ранжируемые ценности, как он их оценивает, да, а вот это вот те ценности, которые человек, в общем-то, скорее всего, действительно в жизни осуществляет. И, наверное, важно отметить следующее, что Шварц предлагает некоторую такую концепцию развития ценностей. И она у него звучит достаточно так вот интересно. Почему? Потому что над ней действительно имеет смысл поразмышлять. В частности, вот по мнению Шварца, с момента овладения устной речью ребенком ценности начинают формироваться как внешние нормы социального поведения, но носят именно эмоциональный характер. И к 5-летнему возрасту фактически вытесняются в сферу бессознательного. Они начинают влиять на действия и поступки, минуя сознание, минуя когнитивные структуры. И вот этот вот возраст 5 лет, я вот не случайно ваше внимание действительно остановила на адлеровском представлении о как бы, периоде формирования индивидуального жизненного стиля. Здесь, безусловно, есть очень существенная перекличка. Ценности, безусловно, формируются вот с самого-самого начала, но тогда, когда ребенок уже начинает понимать речь, то есть где-то с года-полутора и далее, да, он уже начинает вот понимать слово «хорошо» и «плохо» и, так сказать, вот какие-то указания, зачастую наказания, да, со стороны взрослых, которые направляют вот именно нормы социального поведения ребенка. Значит, вот такая идея относительно формирования ценностей.
И, соответственно, вот система ценностных ориентаций, которая человеком принимается в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров, она образует вот эту содержательную сторону направленности личности и выражает некоторую внутреннюю основу отношений человека к действительности. Если говорить о круге Шварца, о круге ценностей, то, в общем-то, вот здесь можно говорить о следующих видах ценностей. Кто начинает, в частности, с ценности власти. Да? То есть для этой ценности характерна важность социального статуса, доминирование над людьми, ресурсами, управление и так далее. Вторая ценность, которую он выделяет, это достижение. То есть это личный успех в соответствии с какими-то социальными стандартами. Третья ценность — гедонизм, то есть стремление и как бы ценение, да, вот ценность наслаждения и чувственных удовольствий. Четвертый — это ценность стимуляции, то есть волнение, новизна, как бы познание чего-то нового, да, вот движение какое-то, да, такое усилие, стимуляция. Пятая ценность — самостоятельность, то есть стремление именно к самостоятельности мысли и действия. Шестая ценность — универсализм, понимание терпимой защиты благополучия всех людей и природы, да, то есть вот такая вот как бы направленность, да, экологическая, да, вот стремление к благу всех людей, вот она здесь обозначена словом универсализм. Седьмая ценность — доброта. Это сохранение и повышение благополучия близких людей. То есть вот здесь вот доброта в большей степени к людям близкого круга. Восьмая ценность — традиция. Уважение подразумевается уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи. Девятая ценность — конформизм, который подразумевает сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить другим или не соответствуют социальным ожиданиям. Ну и, наконец, десятое, последнее — это безопасность. То есть безопасность и стабильность общества, отношений в этом обществе и самого себя. То есть вот эти вот 10 универсальных мотивационных типов ценностей, они, в общем-то, безусловно, у каждого человека в какой-то степени присутствуют, хотя бы в минимальной. И, в общем-то, вот у каждого человека они выражены в, так сказать, индивидуальной какой-то степени. Да? И вот важно то, что в том, что касается вот именно религиозности, да, Шломо Шварц выделяет традицию, с одной стороны, да, как вот смирение, религиозность и именно вот этот вот религиозный опыт, да, а с другой стороны, как послушание, как подчинение некоторым нормам, установлениям и прочему. В принципе, у каждого человека могут быть акценты в ту или другую сторону. И, в общем-то, вот этот вот круг Шварца, а вот эти 10 ценностей, они у него замыкаются в некий такой круг, круговую структуру, они у него существуют в двух таких вот самых широких осях, значит, от самовозвышения к самотрансцендентности, то есть это одна из осей. И, соответственно, вторая ось — это консерватизм, и другой полюс — это открытость к изменениям. В общем-то, для того, чтобы построить вот этот круг и вообще вот эту систему измерения ценностей, Шварц на самом деле и, безусловно, прорабатывал все предшествующие ему разработки в этой области, но также он и углублялся в различные религии, во все мировые религии, для того, чтобы понять, вот насколько универсальны те ценности, которые он предлагает вот в этой своей системе. Вот с точки зрения науки, да, вот научной психологии, дифференциальной психологии, в общем-то, эта разработка сейчас считается одной из наиболее авторитетных, хотя, безусловно, есть другие. Есть очень интересные отечественные разработки, но, в общем-то, вот здесь, безусловно, нужна будет определенная систематизация, потому что это разработки относительно недавнего времени. Вот здесь наш с вами курс был все-таки нацелен на то, чтобы ознакомить вас с какими-то наиболее значимыми, авторитетными идеями, концепциями и разработками в области психологии.
Я вот еще раз повторяю, что на вот этом ценностном мировоззренческом высшем уровне организации индивидуальности я, конечно, вот не останавливаюсь здесь и сейчас на вот целом ряде характеристик, которых мы отчасти касались по ходу нашего курса на предыдущих занятиях. Ну вот действительно центральные для человека образование — это действительно его иерархия ценностей, это самосознание, это его я-концепция. И, в общем-то, это то, что вот движет человеком, то, что направляет его по жизни. И вот здесь, наверное, я хотела бы завершить наш курс напоминанием того, что вот наша мотивация, да, наши ценности — это на самом деле не всегда то, что мы полностью осознаем. Вот наш классик отечественной психологии советского периода Алексей Николаевич Леонтьев, он действительно подразделял наши мотивы на осознаваемые, на неосознаваемые и на неправильно осознаваемые. И я думаю, что эта классификация действительно может быть очень как бы информативной и значимой для каждого человека верующего в плане самопознания, самосознания и вот действительно приближения к тому, чтобы увидеть себя таким, каков есть каждый из нас. На этом мы с вами завершаем наш курс. Благодарю вас за внимание. А теперь вопрос, а также далее последуют задания по закреплению материала. Благодарю за внимание.